И сейчас ко мне в студии присоединились финансовый консультант Юлия Леви и мой коллега Игорь Лернер. Добрый вечер. Добрый вечер. Юлия, ну и первый вопрос к вам. Вообще пугает просто количество компаний, которые уходят в последние дни из России. Я не знаю, осталась ли хоть одна какая-то сколько-нибудь известная западная фирма, которая еще пока не объявила о подобном решении. На что собирается ориентироваться вообще и на чем собирается жить российский рынок, российские граждане? В каких сферах, в первую очередь, это наиболее болезненно проявилось, да, вот отсутствие западных производителей, западных фирм? И каким образом российский рынок собирается выживать, на что он собирается переориентироваться? Но тут, конечно, вопрос интересный, потому что вот разрушительный эффект этих всех санкций, по моему мнению, он еще не дошел до России. То есть это как какая-то волна цунами, которая уже началась, но она еще далеко не дошла. То есть на сегодняшний день мы говорим, во-первых, об очень сильной инфляции, о том, что человек, который сегодня покупает какой-либо продукт, завтра ему придется платить намного больше. То есть это довольно-таки страшное явление, еще учитывая то, что те, кто как-то пытаются с этим справляться, бежав в каспоматы, чтобы брать все деньги, они просто находят, что каспоматы пустые, или же они могут взять только какую-то очень минимальную сумму, а те, кто пытается взять там какие-то чеки, то есть находят, что... То есть, они получают ответ, что им нужно ждать как минимум месяц. То есть мы говорим о каком-то очень большом эффекте, который влияет практически на все отрасли жизни. То есть то, что большие фирмы, западные фирмы уходят с рынка России, прежде всего это бьет потому, что люди, которые работали на этих предприятиях, уже не смогут, так сказать, получать какие-то зарплаты. И мы также говорим о том, что экспорт, импорт России, который, опять же, являлся очень большим, большой частью 1,5 триллионного оборота России в 2021 году, например, он, опять же, притормаживается. То есть мы говорим об очень большой волне, тогда как бы, если мы уже смотрим на то, что уже повлиялось, то есть 20% компаний, которые занимались импортом, экспортом, уже, в принципе, застыли, то есть они уже не могут ни выплачивать деньги, ни получать деньги, то есть они уже, так сказать, начинают потихонечку вымирать. Остальные отрасли, они, опять же, получают такой же очень, можно сказать, сильный эффект, так как они просто не могут выплачивать своим поставщикам, своим работникам, то есть как бы те, кто получает какую-то продукцию из-за границы, не могут оплатить, то есть они не могут получить новую продукцию, то есть мы увидим магазины, которые будут просто опустошаться, потому что нету поставления, то есть да, есть какой-то местный рынок, который еще как-то поддерживает жизнь, но чем дальше будет, так сказать, идти время, тем будет тяжелее как-то из этого выкарабкиваться. Какие меры Россия сможет предпринять или что планировалось первоначально? Ну, конечно же, мы говорим прежде всего о резервах валюты и золота, которые Россия накопила. Но только 22% этих резервов находятся в России, 14% находятся в Китае, а все остальные на Западе. На данный момент все западные страны, все западные банки замораживают любые активы России, то есть даже если они есть, то Россия не может ими пользоваться. Более того, мы говорим о том, что передвижение российских самолетов, то есть как бы они не могут передвигаться по Европе, по другим странам. Корабли, опять же, не могут поставлять продукцию. То есть все хуже и хуже. То есть смотря, как бы, я не думаю, что сегодня есть хотя бы одна отрасль экономики России, которая бы не страдала. Кто-то поменьше, кто-то потяжелее, но чем дальше будет затягиваться этот конфликт, по моему мнению, тем быстрее мы увидим тот, так сказать, рушительный эффект домино, который, по моему мнению, может очень сильно ударить по России. Опять же, когда мы говорим о России, есть олигархи, есть Путин, есть, так сказать, простой народ. И вот тут я считаю, что как бы русский народ будет платить очень дорогую цену за... То есть олигархов это коснется меньше? И... Ну, как сказать, то есть на самом деле, если мы сейчас пробежимся по санкциям, которые уже есть, то, конечно же, санкции против олигархов, то есть личные есть санкции... же просто адресные уже конкретные есть. санкции, Да, то есть, да? как бы, Замораживают там их счета, арестовывают имущество, в их особняки собираются заселять украинских беженцев. Да, то есть, Нельзя да, сказать, что они тоже никак не затронуты да, этими но санкциями. это не так сильно, как тот же человек, у которого сейчас нет работы, который не может даже элементарно покупать какие-то продукты, то есть как бы питание, потому что у него просто нет ресурсов. То есть это очень как бы плачевная ситуация, и есть какая-то надежда, может быть, на то, что, может быть, Индия согласится купить газ у России, или там Китай каким-то образом сможет там покупать какую-то часть, но на сегодняшний день, учитывая то, что глобальная экономика, это огромная сеть, как бы сказать, очень
очень многих, так сказать, структур, которые просто не могут, так сказать, отделиться от России, при этом не имея каких-то побочных эффектов. Поэтому довольно-таки страшно то, что сейчас происходит. И я думаю, что единственный путь — это на самом деле остановить этот конфликт и как начать восстанавливать российскую экономику. К состоянию российской экономики мы еще вернемся буквально через пару минут. А пока вот поговорим вот о чем из России.